Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии, в Дюссельдорфе, на главной выставке караванинга «Караван-салон Дюссельдорф 2022». И сегодня у нас обзор на Adria Altea 432 PX, классный четырехместный прицеп. Прицеп у нас этот достаточно компактный, вес его 1300 килограмм, то есть тонна 300. Если у вас кроссовер, который весит там, получается, 1,5–тонна 700, то вы даже попадаете в категорию B без дополнительной категории BE. Но важно, чтобы тягач весил, естественно, больше, чем тонна 300. Ну, в общем, такой автопоезд у вас может уложиться в B-категорию. Это большое преимущество. Длина прицепа 6 метров 40 сантиметров, ширина 2,30, высота 2,59. Все самое главное и важное у нас, конечно же, внутри, поэтому идем внутрь. Как только мы заходим внутрь, сразу становится понятно, что есть достаточно много изменений в дизайне. Нельзя сказать, что он как-то поменял свой вектор направления, там стал хуже, лучше, прогрессивнее или наоборот сделал какой-то круг. Нет, это в принципе та же самая концепция, которая была в 2021-2022 году, но непосредственно элементы как отделки, вот принты вот эти вот на фасадах, сама какая-то конструкция дверок где-то стала лаконичнее, появились какие-то там новые элементики, например, вот эта новая ручка, я такой до этого не видел, а может она просто стала бежевой, похоже, черные были в Sunliving. Соответственно, что? При входе у нас вот ящик есть и ниже печка трума. Кронштейн под телевизор, розетка 220 вольт, здесь стоят просто заглушки, здесь, соответственно, может быть что-то установлено, когда это уже будет какая-то модель, заказанная непосредственно для вас. Далее, с другой стороны, вот тоже вижу на стене появился какой-то новый материал. В целом, это вот не такая вот фетровая отделка, как я говорил там в каком-нибудь Vision, но создает именно такой эффект. Вот этот вектор на какую-то натуральность, он действительно есть. Но на ощупь это слегка бархатистая такая поверхность, мне кажется, это наклеена некая ткань. Выглядит классно. Черная рамка вокруг окон появилась, вот это тоже как бы новый момент, потому что всегда эти белые, они так зияют, привлекают к себе внимание, черные выглядят как-то дороже, как будто бы. Есть такое ощущение. Это вот тоже новинка. Далее что? Тоже новый материал, очень приятный на ощупь. Внешне выглядит как такая рогожка, которыми обиты сиденья, но на ощупь он очень приятный, мягкий такой, как буквально пушистый. Собственно говоря, про материалы и какие-то дизайн-моменты это все. Давайте перейдем дальше к планировке. Планировочка у нас здесь интересная. Две спальни, по сути, практически одинаковые, полноценные. Только одна это прям кровать-кровать, а вторая собирается, собственно говоря, из столовой группы. Стол у нас опускается, здесь кладутся подушки, и получается двуспальная кровать, размер 130 на 190. Вот этой кровати. Ну и когда здесь столовая, то у нас получается раз, два, три, четыре, ну 4 человека спокойно сидят, на 4 рассчитан прицеп. Ну, может даже, наверное, сесть 5, и можно здесь еще какой-нибудь стульчик поставить. Кухня. Достаточно большая рабочая поверхность, большая доска, которая закрывает мойку, то есть места здесь прям достаточно. Плита на 3 огня от Dometic у нас здесь установлена. И из каких-то еще мелочей, опять-таки обновлений, ну понятно, фасады уже сказал, появилась вот такая конструкция. Лоточки, которые можно повернуть влево, вправо, и вот они у нас здесь стоят. Зачем конкретно, это уже решать вам, но вот такие на кухне есть. Единственное, что вот он, чтобы его напрямую повернуть, надо обязательно приподнять, потому что, например, нижний в кран упирается, эти вот можно прям полегче повернуть. Но по задумке они так и должны вот так вот именно переноситься с подниманием. Мало того, тут стоит наклеечка, что в дороге их надо снять и убрать. Потому что, видимо, они будут на ходу вот так вот трястись, и это так не должно быть, может быть, даже не выживут дорогу. Но когда вы стоите где-то в кемпинге, а к прицепу, особенно
достаточно большие прицепы, это все-таки уже не самый маленький. Это не про динамичные постоянные поездки, это про то, чтобы доехать, встать, и вот сейчас у вас здесь дача. Что еще на кухне? На кухне у нас холодильник, конечно же, Dometic, и что меня приятно удивило, это то, что, во-первых, здесь стоит Dometic, а это как бы не премиум. Обычно вот подобного типа холодильники стоят в каких-то более премиальных автодомах, прицепах, а тут у нас весьма такой доступный класс машины. И вот этот классный холодильник от Dometic, который открывается и влево, и вправо, я прямо удивлен встретить его здесь. 90 литров объем, работает от газа, от электричества. Ну, справа от холодильника ящики, 3 штуки, максимальная нагрузка 15 килограмм. Вернее, 2 штуки ящики, и внизу просто полочка. Да, ну и для вилок ложек здесь есть лоток. В целом по кухне все. С противоположной стороны у нас шкафчик, гардероб. Достаточно такой просторный, но на 4 человек, может быть, его, конечно, и не очень будет достаточно. Но у нас есть в любом случае место для хранения вещей, еще совершенно не одно, их много. Внизу полочки, наверху гардероб. Далее у нас мы уже попадаем, по сути, в основную спальню. Спальня отделяется вот такой шторой. Фиксируется она здесь у нас на магните. И создает уют и раздельность этих двух пространств. И внутри спальни, уже в этом помещении, у нас еще один гардероб. Наверное, вот этот, можно сказать, для путешественников здесь, а это для тех, для хозяев, у которых основная спальня. Ну и, конечно, есть просто еще шкафчик. Раз, 2, 3, 4. Что интересного еще в спальне? Здесь у нас прям специальное место зафиксировано, по сути, подушка. Дополнительная для того, чтобы собрать спальню. Там выключатели. Вот, раз, два, три, свет включаем. Трековые светильники. Трековые светильники у нас везде. И в изголовье, и на потолке. Переставляйте, куда вам необходимо. Ну, дальше в уголочке здесь есть еще шкафчики. И еще шкафчики с зеркалом. И, конечно же, в углу мы видим дверь. За этой дверью у нас санузел. Санузел простой, лаконичный, но при этом весьма просторный и практичный. Вот так почти стихами я заговорил. Вот это все душевая кабина. Размер ее, не считая там, где над туалетом, 70 примерно на 70 на 70, грубо говоря, размер душевой кабины. И даже больше, если мы учитываем еще место над унитазом, так сказать, то это вообще метр на 70. Для прицепа в целом это очень большой душ и санузел. Учитывая, что здесь нет ничего лишнего, раковина прямо скрывается в стенку. Когда нам надо ей воспользоваться, она вот так вот легко одним движением буквально открывается. И все, у нас здесь над унитазом раковина. Когда мы ей не пользуемся или пользуемся душем, мы это закрываем, и она у нас не съедает вообще пространство. Спереди у нас прицепное устройство Alka, как и сама вся рама Alka. Adria в целом практически всегда использует эту раму, потому что она легкая и при этом надежная и проверенная временем. Это качественный производитель. Также спереди у нас вот это багажное отделение, но оно здесь не единственное. Здесь у нас стоит такая кассета для серой воды и место для установки 2 газовых баллонов по 22 литра. Также закреплено запасное колесо, и также есть ручка, чтобы опустить вот эти вот ноги, на которые опирается прицеп. Это обязательно нужно делать, когда вы остановились на стоянку, потому что у нас, например, здесь вход расположен в задней части, и если зайдет пара тяжелых человек, то прицеп просто вот так вот кувыркнется. Ему нужно обязательно на эти ноги опираться. По левому борту у нас есть вот такой люк. Здесь у нас багажное отделение, которое расположено под кроватью, и, естественно, мы можем поднять кровать и получить сюда доступ прямо из жилого помещения. Важно вещи здесь как-то грамотно распределять в пространстве, когда вы едете, не перегружать один какой-то угол или вообще в целом там переднюю, заднюю часть. Важно помнить, что для прицепа очень важен вот баланс, и его надо не нарушать. Далее лючок подключения электричества 220 вольт, и еще один маленький лючок, это заливная горловина чистой воды. Бак здесь на 50 литров, а сливной бак серой воды, это вот та как раз канистрочка, которую мы видели в багажнике спереди, 20 литров его объем. Но вот для прицепа как-то так. Рассчитано на то, что вы стоите достаточно стационарно, как я уже говорил ранее, и можете пользоваться какой-то канализацией, сливом, заливом, там, заливать воду прямо в прицеп. И, в принципе, этот душ-туалет, он так, чтобы там руки помыть, что-то там ополоснуть, зубы почистить. Вот под такие вещи рассчитаны, и там смыть туалет. А
Задумка в том, что вы, скорее всего, пользуетесь в первую очередь кемпингом. Вы приезжаете в кемпинг, и там, собственно говоря, всегда есть душ. В огромном количестве прицепов, например, не у Adria, вообще нету душа в прицепах, только туалет. И это, на самом деле, логично, потому что, ну, автономность все равно не очень, место съедается, но у нас в России, поскольку кемпинги не очень развиты, мы вот и снимаем поэтому обзор на такую модель, потому что у нас очень актуально то, когда есть хоть какой-то душ. По правому борту у нас только лючок с кассетой биотуалета и вентиляционное отверстие вот холодильника и плиты, вот все, что там у нас расположено, ну, для холодильника это, конечно. По правому борту у нас только лючок, кассета биотуалета и там все стандартно. И вентиляционное отверстие холодильника. Ну и, конечно же, входная дверь. Производитель Хартал. Она разделяется на две части. Верхняя, нижняя. Можно открыть одну, можно открыть другую. Ну и, конечно же, есть москитная сетка, которая перекрывает дверь. На двери мусорное ведро. Собственно говоря, по правому борту это все. Сзади у нас продолжается дизайн вот этот современный с узкими фарами, который появился сначала там в Матриксе, в Коралле и сейчас уже во всех прицепах. И даже там в Санливингах появляются эти узкие вытянутые светодиодные фары. Выглядит, на мой взгляд, красиво. Вообще, для кого этот прицеп? Мне кажется, это очень классно, именно такой семейный прицеп, если у вас один-двое детей, у вас есть родительская спальня, у вас есть, в принципе, просторный душ, что вы можете там, когда дети, это важно, им как-то воспользоваться, и у вас есть при этом для детей такая вот, конечно, не раздельные кровати, но если особенно один ребенок или там два близкие по возрасту и тому подобное, то в путешествии спокойно могут разместиться там в спальниках или как-то еще на вот этой кровати в столовой группе. И получается, что вот две такие разделенные комнатки. Ну, как бы как один из вариантов. Конечно, мы чаще более семейными такими называем те, у которых там две комнаты, два входа и так далее, но это уже прям большие прицепы, а это такой компактный вариант. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас продолжают выходить ролики из Дюссельдорфа, поэтому важны ваши комментарии. Давайте обсуждать все моменты, нюансы, новинки. Пишите, что вам интересно было бы там увидеть, и наверняка вы увидите это в следующих обзорах. И поставьте колокольчик, чтобы, собственно говоря, это не пропустить. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах. Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки. Так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.